Здравствуйте! В рамках инициативы «Диалюди Беларусь» мы продолжаем сегодня наш разговор на троих, и у нас в гостях врач-невролог Рита Попко, и сегодня мы коротенько коснемся неврологических аспектов сахарного диабета в том числе. Как обычно, вопросы буду задавать я, Виктория Александровна, и наша мама диадетки. Здравствуйте, Рита! Добрый день. Подскажите, пожалуйста, первый вопрос меня как медика интересует. Как часто полинейропатия встречается у детей с сахарным диабетом, и как простым языком родителям донести, что же повреждается, что такое полинейропатия? Хорошо. Вопрос, конечно, сложный, но постараюсь. В целом, Да. нерв, который, например, у нас на руке или на ноге, он состоит из такой осевой штучки, которая покрывается миелиновой оболочкой. Так вот, большое содержание сахара в крови разрушает вот эту оболочку. Для чего же нам эта оболочка? Она нам нужна для того, чтобы нервные импульсы быстро-быстро проходили к кончикам, например, пальцев, на ногах, на руках, и мы ощущали наше движение и мир вокруг, и точно так же помогали нашим мышцам и конечностям, собственно, двигаться. И когда большое содержание сахара в крови воздействует на эту миелиновую оболочку, проведение по нерву замедляется, но это не ощущается как замедлением ощущения, а наоборот, возникают дополнительные ощущения, такие как боль, неприятные ощущения жжения, печения, иногда несоответствие стимула тому, что ребенок ощущает. Например, мы воздействуем холодной водой, там, например, обмываем или моем руки, а ребенок кричит: «Ай-яй-яй, горячая вода». То есть нарушается восприятие ощущения. Дополнительно, как я уже сказала, да, это отвечает за движение руки, может снижаться качество почерка, может ухудшаться физическая активность в целом, сложно ходить, подниматься по лестницам. Вот это и есть проявление клиническое полинейропатии. Как часто в целом развивается, сложно сказать статистически, потому что детская популяция, она очень разнообразная. У нас есть дети в разном возрастном, в разной возрастной категории, да, когда начинается сахарный диабет, у каждого абсолютно разный стаж, и поэтому посчитать, конечно, сложно. Но в целом, согласно старым данным, практически у всех детей, которые имеют стаж диабета больше 5 лет, где-то в литературных данных старше 2 лет, когда уже у ребенка есть сахарный диабет, развивается субклинически, то есть еще не клиника полная, когда он говорит: вот мне сложно ходить по лестнице, а начинаются какие-то из-под ощущения, да, когда изменяется погода, могут ныть руки, печь, например, когда ребенок длительно держит телефон в руках, он говорит: как-то, мама, мне неприятно потом в руке. То есть такие субклинические, еще нечеткие проявления. Может, у маленьких детей может проявляться в виде нервозности, задержки психоречевого развития, либо какой-то в целом раздражительности в течение дня. То есть разнообразные проявления могут быть абсолютно. Может быть, склонность к запорам, например, тоже может сюда включаться, либо какие-то даже аритмии сердечные, которые не соответствуют возрасту, то есть нет какой-то серьезной патологии. И вот эти субклинические проявления могут быть у детей, которые имеют диабет, более 2-5 лет. Но это старые данные, да, то есть это до эпохи, когда у нас появились инсулиновые помпы, да, когда у нас появилась возможность мониторировать уровень сахара в течение длительного времени и постоянно, да, то есть то, что делает у нас доктор Виктория, да, то есть профилактирует эти все осложнения прямо на корню, потому что, да, согласно всем данным, стаж диабета – это очень важный фактор прогностического риска развития сахарного диабета, потому что есть стадийность всех этих последствий сахарного диабета. Но именно удержание правильной гликемии, да, гликемии в целом уровня сахара в крови является самым важным прогностическим фактором неразвития. И мы очень надеемся, и в целом работа с пациентами с сахарным диабетом направлена на то, чтобы не развивалась эта полинейропатия. Да, я всегда своим пациентам говорю, что у нас есть шанс, когда мы держим наши целевые показатели в тех рамках, которые мы устанавливаем каждому ребенку, тем самым мы, наверное, отодвигаем начало развития полинейропатии. Да, она может быть какая-нибудь совсем-совсем субклиническая без проявления, но она никак не помешает жить, в том числе нашему ребенку, либо это мы уже будем говорить про подростка, чтобы был стаж диабета. То есть это, ну, на самом деле сейчас есть все возможности
возможности максимально отсрочить начало данной полинейропатии. Давайте, наверное, дадим слово Катерина. Вы как мама, задавайте вопросы врачу. Да, здравствуйте. И мне очень интересно, как часто мне нужно с моим ребенком проходить обследование у невролога, и это нужно делать регулярно, и даже, например, когда жалоб нет, или только с жалобами приходить. В целом, конечно, в первую очередь это стаж диабета, да, когда у нас есть ребенок старше 11 лет, да, и когда у нас есть ребенок, у которого стаж сахарного диабета больше 5 лет, он требует оценки на субклиническом уровне. Если уже у нас появляются какие-либо жалобы, да, нам обследование нужно здесь и сейчас. Регулярность, она устанавливается как бы совместно неврологом и эндокринологом, да, то есть нет такого, что мы стопроцентно будем проходить каждые полгода. Все дети абсолютно разные, жалобы абсолютно разные. Вот, конечно, законодательство нам пытается объяснить, подсказать вот эти вот сроки, когда нам нужно сделать, но мы всегда еще ориентируемся на ребенка, потому что рекомендации не всегда могут оценить конкретную индивидуальную ситуацию, потому что все детки разные, у них могут скакать сахара, в этот период тоже критически важно наблюдать за какими-либо проявлениями полинейропатии, сугубо индивидуально. Я здесь, наверное, немножко добавлю, возьмем, да, Да. законодательный аспект. Согласно протоколов клинических, по которым мы работаем, ребенок с сахарным диабетом один раз в год в обязательном порядке осматривается неврологом и окулистом. Если у ребенка есть стаж диабета более 5 лет, ему ежегодно проводится электронейромиография. Это исследование, которое помогает оценить работу наших нервных окончаний. Но всегда есть но. Если мы видим, что у ребенка есть какие-либо жалобы, либо у ребенка есть какие-то сопутствующие заболевания, то тогда врачом-эндокринологом могут к этому однократному в год осмотру невролога, конечно, добавляться еще и какие-то дополнительные осмотры. Тогда еще вот вопрос. Я поняла, что можно отсрочить и, возможно, даже избежать, да, при правильной компенсации сахарного диабета, наверное, каких-то особенностей самого ребенка. А на что я должна обращать внимание дома, да, то есть, может, даже из практики, вот приводит мама Мгм. ребенка, когда я видела, но я как-то не обратила на это внимание, там, привыкаешь, или, может Мгм. быть, Мгм. просто уже это постепенно происходит, и ты не обращаешь на это внимание, на что я должна обращать внимание, как бы, и понимать, что вот происходит что-то не то, и мне нужно идти к неврологу. Мгм. Мгм. Конечно, самое важное – это изменение походки. Да, то есть если каким-то образом меняется походка, либо малыш начинает подтягивать ногу носком, чаще всего цепляться, то есть это вы можете увидеть на обуви, да, на носочках есть всегда стертости. Либо наоборот, ребенок как-то начинает высоко выставлять ножку, да, когда идет такая походка, называется петушиная, когда высоко поднимает ногу, да, и вы, хотя может он не жаловаться, но вы это видите. Если ребенок говорит, что ему сложно стало ходить по лестнице, особенно спускаться, если как-то вот он говорит, я не могу себя удержать, да, нет какого-то баланса. Если вы видите, что ребенок, например, если он бегал, да, то есть был физически активен, не было никаких ограничений со стороны его, да, то есть мы не говорим о болезни, говорим о возможностях ребенка. Если вы видите, что изменилась походка, не походка, а бег, его стало как-то клонить в разные стороны, вы стали замечать, что он как-то меняет постоянно температуру в ванной, да, то есть ему как-то неприятно вот вода, он говорит, что мама, мне как-то неприятно эти носки, да, то есть как-то слишком либо жестко, либо вроде мягкие, вроде не вызывают никаких ощущений, но он начинает говорить, как-то, мам, мне неприятно, давай мы снимем эти носки или колготки, Мгм, или обувь. мгм. Это такие вещи из практики. Если почерк начинает, он не то что меняется, но просто ребенок, он говорит, ну как-то мне не хочется мамам писать, да, давай вот как-то не будем, давай что-то напечатаем или там не будем. Если ребенок рисовал, например, ему какие-то неприятные ощущения в руках, он об этом может говорить. А, в целом у подростков еще дополнительно, конечно, важно учитывать, что
у них развиваются еще элементы не только из-за того, что они используют препараты, элементы апатии могут быть, да, снижение обучения, в обучении какие-то могут быть сложности, память может страдать, преподаватель может говорить, что он часто отвлекается, он какой-то стал раздражительный, сложно с ним найти общий язык, он отвлекается во время занятий, вы это видите тоже, когда он, например, дома раньше мог усидеть и прочитать книгу, да, и что-то вот резко меняется. Всегда мы списываем это на то, что это подросток, есть сложности в школе, да, но если это сохраняется, да, то есть есть какие-то такие вот подсказки, что что-то это уже нам говорит, что что-то не проходит. Конечно, никто не может сказать, что это однозначно только связано с сахарным диабетом, но если это не проходит на каких-то после каких-то ваших бесед, да, разъяснений, после занятий с психологом, возможно, это все-таки так работает, то, что страдает нервная система. Из таких жизненных вещей есть, конечно, еще одна из таких неприятных последствий, да, таких вот, это можно сказать, что это тоже полинейропатия, потому что нервы не только на руках и на ногах, у нас нервы идут и к внутренним органам, да, то есть если у ребенка не было никогда запоров, и в какой-то момент они начинаются, да, то есть они какие-то упорные, это не разовая ситуация, когда были какие-то генетические нарушения, а вот возникает какая-то постепенно склонность к этому. Это тоже, на это тоже стоит обратить внимание. Могу ли я тогда какую-нибудь В целом, профилактику добавить, да, витамины, может, какие-то, или, может быть, какие-то ага, физиопроцедуры, и вообще обратимый ли это процесс? Вот есть же, когда начинается какая-то болезнь, только начинается, и можно ага. ее как-то вернуть в точку, да, какую-то вот нулевую. А с нейропатией так Мгм. работает или Да, конечно, на нее мы можем воздействовать, если у нас повреждающий фактор действует, и он действует в течение года, например, да, где-то вот были какие-то скачки, это всегда обратимо, да, то есть нерв всегда может восстановиться, и нет? а, что, что касается рук и ног, например, если вы видите это со стороны конечности, да, физическая активность прекрасно помогает, то есть в первую очередь это упор на физическую активность, на физкультуру в целом, да, на реабилитацию, если есть такая возможность занятия с тренером, потому что все-таки ребенок требует каких-то определенных рекомендаций и корректных тренировок. Следующее – это питание, конечно, потому что витамины группы В содержатся в большом количестве продуктов, но иногда дети и подростки могут их не кушать, да, это и Мгм. черный хлеб, это, да, и твердые необработанные крупы, да, тоже в том числе. То есть в какой-то момент какие-то элементы расстройства пищевого поведения бывают у всех детей. А, сладких детей и несладких детей тоже. Мгм. Вот, поэтому это распространено. Что касается добавок, я бы всегда все-таки советовала с эндокринологом и с неврологом, потому что, конечно, в аптечной сети доступны витамины группы В, их можно купить. Есть альфа-липовая кислота, которую обожают неврологи, она тоже продается без рецепта. В целом, они, конечно, не повредят, но просто иногда ребенок может получать дозу профилактическую, а нам уже нужна лечебная. Мгм. Поэтому советоваться важно. Мгм. Я в этой ситуации всегда говорю, сначала мы даже делаем ту же биохимию, оцениваем уровень Мгм. витамина В, оцениваем уровень магния, и уже на основании этого назначаем лекарственные препараты либо в профилактической дозировке, либо в лечебной. Вот, поэтому это, конечно, важно. И тут, слушая Риту, я понимаю, что дифференцировать признаки у наших подростков, что является все-таки, что Мгм. можно спихнуть на подростковый возраст, а где все-таки нужно покопаться глубже и поискать Мгм. какую-то органическую патологию, наверное, очень сложно. То есть 80% того, что назвал доктор, мы можем применить, наверное, ну, через одного подростка периодами, да, поэтому, конечно, это очень сложное такое дело, скажем так, и, наверное, упускать профилактические осмотры невролога вот в этой ситуации, я считаю, что не стоит, все-таки стоит Мгм. периодически все-таки наблюдаться у специалиста. Нужно не забывать, что сама, например, вот эта электронейромиография – это достаточно болезненная процедура, да, то есть она неприятная, и если ребенок проходит ее не первый раз, он может, например, агриться, да, или как бы может отказываться от нее, может не пойти, либо себя не совсем правильно вести в процессе процедуры, да, негативно быть настроен, отдергивать руку, и Мгм. тогда
интерпретировать эти показатели мы тоже не очень, не вправе в целом. Вот, поэтому, конечно, нужно... Начинается все, наверное, даже не с лечения и не с того, что мы ребенка обследуем, начинаем мы все-таки с обучения ребенка, информирования его, да, то есть мы рассказываем, мы беседуем, это не только в форме как бы такой наказания, да, это там приказание ребенку, что ты болеешь, да, там обучение его, что ты болеешь, то есть это больше, наверное, про стиль жизни, и, наверное, здесь и стиль жизни семьи тоже в целом важен, да, вот, то есть нужно показывать ребенку, что спорт в целом это хорошо, да, не то, что вот Мгм. спорт это только то, что тебя лечит, да, вот у нас все окей, а с тобой что-то не так, да, вот ты тоже занимаешься, поэтому обучение, информирование, показывание ребенку, да, что здоровый стиль жизни сохранит его здоровье, но это, наверное, такими даже методами не совсем вот тебе нужно, а давай мы будем делать, нам это тоже интересно, вот, поэтому, наверное, даже в этом будет возможность отдифференцировать, да, когда ребенок будет действительно говорить, вот мне, мам, ну, было хорошо, а вот тут как-то на тренировке не очень, как-то я не могу в такт там где-то попасть, не могу где-то правильно ногой наступить, что-то вот не то. Поэтому беседа, теплые отношения с ребенком, они помогут все-таки и в сложный период подростковый тоже. Вот. Но это моя точка Это зрения, я. Нет, то, я что я согласна вижу, тоже, да. как мама, и как психолог, абсолютно. Да, и еще вот частый вопрос тоже такой, да, на собственном даже примере, вот ребенок подросток, у нее диабет и судороги по ночам многие. Мне с магния начинать или Мгм. уже идти к неврологу и волноваться, что может у нас какие-то первые такие симптомы нейропатии? А, Конечно, такие симптомы полинeuропатии могут быть, судороги по ночам. Что касается исследований и нужно ли идти сразу к неврологу, наверное, если ребенок особенно физически активен, начать с простых гимнастик перед сном, да, какие-то поглаживания ног, пересмотреть все-таки, была ли в последнее время какая-то активная физическая нагрузка, то есть это было как-то больше там ходьбы, поменялась ли обувь, и если оценка это ничего не приносит, да, то есть все-таки ничего такого не было, то, конечно, пойти к доктору. Вот, потому что у подростков такие вещи часто бывают, и как бы они не всегда связаны с сахарным диабетом. Мгм, я поняла, да, спасибо. Еще самый популярный вопрос. Так нервные клетки все-таки восстанавливаются или нет? Нервные клетки восстанавливаются, делается это очень долго, но у детей есть такая интересная особенность, чего нету, хотя у взрослых тоже, не буду врать, тоже есть такая штука, называется нейропластичность. Это когда, например, даже если повредилась какая-то клеточка в мозге, спустя время какие-то другие нейрончики могут взять на себя их задачу. Вот у взрослых людей тоже такое бывает, реже, потому что в целом взрослые люди не очень любят учиться, а именно мозг, который любит учиться, он может это сделать, такой magic такой, вот, поэтому да, но главное помнить, что именно нейрончики страдают тоже в том числе, то есть не только полинейропатия может быть последствием, да, сахарного диабета, может еще быть последствием именно страдания клеточек, но это, конечно, именно нейронов, это, конечно, вот Мгм, энцефалопатия на фоне высоких сахаров, она тоже бывает, и она бывает, например, внезапная, да, когда у нас резко падает гликемия, да, то есть резко падает сахар, и тогда у нас развиваются гипогликемические судороги, да, может быть легкий отек мозга, мгм, поэтому это тоже нужно профилактировать, об этом нужно беседовать с детьми, объяснять, рассказывать. Если есть какое-то поддерживающее окружение, можно обсудить с ребятами, да, что если вы что-то такое увидите, да, нужно делать то-то и то-то, да, то есть как мгм, бы обучение. Вот, и чем старше человек, да, который имеет сахарный диабет, тем у него повышается риск именно длительной, плавной, медленной развития энцефалопатии, да, плавного мгм, медленного развития энцефалопатии, потому что сахар воздействует не только на нервные окончания, но на нейроны тоже. У мгм. детей, увы, и у подростков скорее мы
еще не успеем вот этого схватить, да, за то время, пока мы наблюдаем за ним, да, до 18 лет, потому что такие очень долгосрочные и отсроченные последствия, когда вот, ну, это, конечно, нельзя сравнивать, но у пациентов с сахарным диабетом второго типа, у взрослых, да, это очень часто встречается, да, снижение памяти, это развитие деменции на фоне развития инсультов, да, на фоне высоких сахаров. У детей, благо, это встречается крайне редко. Я не знаю, я за это время, пока работаю, например, у детей ни разу не видела, когда сахарный диабет был причиной развития инсульта, например, или там, серьезной энцефалопатии. Но, возможно, где-то, может быть, мы не совсем корректно там обследовали, может, просто данных мало, или это было, я думаю, что в эпоху до использования инсулина это было чаще, да, сейчас мы этого уже не должны видеть, и в целом и у взрослых, надеемся, пациентов с сахарным диабетом первого типа, обученных, да, те, которые будут соблюдать рекомендации, возможно, мы этого тоже не увидим. Мы же Собственно, если стараемся, мы же правильно, да. работаем над тем, чтобы обучать наших детей, назначать лучшие аналоги, системы мониторирования. Мы даже в нашей инициативе «Диалюди» занимаемся чем? Профилактируем, в том числе, диабетическую полинейропатию. Поэтому это именно важно, информирование, рассказывать для того, чтобы... Это часть профилактики. Ну, то есть, в принципе, это, наверное, основная роль, это профилактика вот этих всех осложнений, это поддержание сахара в целевых диапазонах и, наверное, лучше знать то, о чем мы можем, где мы можем что-то сделать и спрофилактировать. Ну что, наверное, на сегодня мы будем заканчивать наш разговор. У меня вообще просто возникла такая идея, что один эфир мы попросим, чтобы наш доктор-невролог, наверное, уделил больше любым неврологическим вопросам. Мы, может, подготовим вопросы и сделаем вот такую вот лекцию, если доктор не против, в которой более подробно, не более против, тщательно сможем осветить многие вопросы. Поэтому на сегодня наш разговор на троих мы заканчиваем. И, наверное, до встречи на новых разговорах в рамках инициативы «Диалюди Беларусь». Спасибо всем огромное и до новых встреч. Спасибо. И спасибо большое, что пригласили, мне было очень приятно. Вот если будут какие-то вопросы, конечно, буду рада выступить у вас.